Приветствую вас, друзья! Мы продолжаем наше познание истины. И в этом видео мы разберем такой важный момент. Это одна из основная причина всех проблем и всех зависимостей на нашем пути. Она заключается в том, что вот мы помним, да, если вы смотрели все последовательно в нашем курсе, мы помним о том, что наше сознание пришло, частичка божественная наша спустилась от Бога, она плавно погружалась для формирования индивидуального сознания, она отдалялась, закрывалась от Бога по факту формирования чувственных, ментальных оболочек, и как груз нас сюда формировалось наше эго. Но дело в том, что как бы там ни было, то божественное начало в нас, то одухотворенная часть души глубоко в нас, она помнит, откуда она пришла. И она помнит, куда она идет. И дело в том, что для нашей души естественное состояние – это состояние блаженства, это состояние радости, это состояние мира, покоя, самопроизвольное, как бы выражающее изнутри, без каких-либо причин. Но поскольку мы находимся, человечество, в этой точке, а источник нашего блаженства от того, что дух, божественное состояние изнутри проявляется в нашей душе, мы закрылись от него, и оно не проявляется, оно как замкнуто временно, до времени, пока мы не вернулись. Это становится стимулом для нашего дальнейшего возвращения. Но не понимая часто это, мы находим это состояние блаженства, это состояние временной радости, временной, мы вечные поменяли на временное, где? В материальной сфере, в этой плоскости. И где мы его находим? А мы находим здесь, в нашем опыте, в нашем животном, растительном опыте. То есть инстинкт самоутверждения, безопасности, то есть все то, что, скажем так, удовлетворяет наши инстинкты, то есть животную, растительную, низшую природу. То есть кто-то получает удовольствие от того, что он директор там и главный, кто-то получает удовольствие, ну это, скажем так, более такое тонкое, это удовольствие сознания. На уровне физики это удовольствие еда. Вот почему вкусная еда, мы всегда так хотим кушать. Кто-то получает удовольствие больше от интимной связи, от секса, то есть удовлетворение еще низших потребностей, которые по своей сути мы их не осуждаем, по своей сути они созданы природой и они нужны, но они должны служить нам, служить как инструмент для реализации чего-то. Но получается так, что наше сознание, закрытое от Бога, получается, оно служит инстинктам, а не инструментам, которые выражаются через инстинкты наши, должны служить этому сознанию. То есть происходит наоборот все, перевернуто. И по сути, если так вам сказать, неспособность держать себя съесть кусочка шоколада, который очень сильно стимулирует наше чувственное тело и дает удовольствие, ничем не отличается от сексуальной зависимости или зависимости наркотической. Это просто пошаговая такая постепенная, скажем так, повышение дозировки этого временного состояния счастья. Естественно, когда мы растем сюда, возвращаемся, дух проявляется во всем нашем существе, и мы пребываем в состоянии мира, радости, в состоянии свободы естественным образом, и наше сознание по факту уже отождествления с божественным,
Оно использует наше тело, наши инстинкты как инструменты для реализации в материальном мире, не более того. И проблема того, что вот я вам приведу такую вот как бы историю немного аллегоричную. То есть это, знаете, это как вот жучки, которые живут на какой-то свалке и питаются как бы отходами. Но это в нашем понятии свалка и отходы. Почему? Потому что мы сознанием своим выше, чем жучки. А для жучков это норма жизни, для них это классно. И чем больше хороших этих, по ихнему восприятию, отходов, тем для них лучше. И вот однажды один из этих жучков дорастает до понимания о том, что кроме этой вот свалки, где они живут, есть что-то другое. И он начинает искать это. И он отправляется в свое путешествие, ищет, и если он упорен в этом, если он знает, что он верит этому голосу, который его позвал, он рано или поздно приходит к этому. И что он обнаруживает? А он обнаруживает там Отца, своего Творца, Бога. Он обнаруживает там накрытый стол, полон яств. Он обнаруживает, что там не нужно, что там такое изобилие, что не нужно драться за эти кусочки, не нужно там страдать там, и так далее. И он, наконец, обретает это состояние полной, скажем так, исполнения благодати изнутри, которое не требует никаких внешних источников. И понимая это, придя к этой точке, он вспоминает о своих братьях, которые там остались. И он такой решает, а как же я, ну вот я пришел, у меня все есть, а как же я оставлю их? И он говорит отцу: отец, можно я пойду к ним и позову их тоже сюда, тут же всего в изобилии. И отец говорит: да, говорит, ты все правильно понял, ступай, но будь стойким, уверенным, так же, как ты шел туда, потому что тебя ждет много препятствий, много испытаний, но ты справишься. И он приходит к своим братьям, он приходит таким же жучком, да, чтобы их не напугать, чтобы они не стали поклоняться ему как какому-то божеству там, и так далее. И он рассказывает им, что там есть другое, там есть другая жизнь, жизнь изобилия, жизнь достатка. Они смотрят на него, думают, а как же так? Тут у нас вот есть, вот мы знаем точно, завтра принесут, выкинут новую порцию мусора, мы дождемся, я вот уже тут научился находить самые злачные места. Ты мне предлагаешь это все оставить, чтобы там куда-то идти, неизвестно куда, это что-то все очень смутно и сомнительно. И, ну, вообще, как бы, у нас тут мы привыкли о том, что мы друг друга обманываем, да, чтобы все куда-то... Ты хочешь, наверное, чтобы мы ушли, а ты съешь всю еду, пока нас нету, да. И вот, ну, кто-то слышит его, кто-то воспринимает, идет с ним и приходит, а кто-то нет. И вот этот процесс перехода, что нужно оставить как бы старое, прийти к новому, он для человеческого восприятия очень трудный и не такой-то уж и быстрый. То есть к этому еще состоянию блаженства изнутри нужно прийти. А это получается, нужно как-то, ну не то что оставить, но как минимум упорядочить и привести это к действительному, скажем так, вот есть потребность, и ее нужно как бы удовлетворить, но не больше. То есть нужно привести к этому балансу, норме. Но это уже тема другого курса, практического, это тема уже йоги, но суть вы понимаете. Вот это наша, получается, память о блаженстве, которая в нас есть, она и становится проблемой того, что
мы выбираем плоскостное, временное, земное, вместо того, чтобы прийти к вечному. По сути, это все, что мы хотели разобрать в этом видео. Благодарю вас, что вы дослушали. Надеюсь, кто-то осознал, кто-то не осознал. Кто-то немножко понял, расстроился, а кто-то обрадовался, что, оказывается, я-то иду правильно. Ну и до встречи в следующих наших видео, друзья. Благодарю вас.